Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня у меня обтяжка шаров. Здесь будет 3 шара в одном видео, 2 из которых состоят из 2 половинок и 1 круглый. Объясню, в каком случае, как я обтягиваю. Есть вот у нас шов, это один вариант, когда нет шва, другой вариант. И круглые шары, объясню также, где вешалка нужна, где не нужна, и покажу и расскажу про некоторые мелочи, которые стоит учитывать при работе, чтобы у вас все получилось аккуратно и чисто. А сейчас приступим. Сегодня я покажу 3 разных варианта обтяжки шаров бархатом. 2 заготовки буду использовать из 2 половинок и 1 круглую. Диаметр заготовок у меня 8 сантиметров. Это тоже 8 сантиметров. Мне понадобится колпачок, вешалка. Колпачок у меня идет 11 миллиметров и высота колпачка 9-10 миллиметров. Вот такая вешалка 4 сантиметра высотой и 3,5 4, так 3,5 вверх. Мне понадобится лента 3 миллиметра, и буду использовать я вот такой вот бархат. Бархат у меня почти без ворса, тянется во все стороны очень хорошо. Вторая сторона гладкая, что немаловажно. Брала у Виктории, ссылку на ее телеграм-канал с материалами оставлю. Для круглого шара я обычно беру вешалку длиной 20 сантиметров. Вот я беру 20 сантиметров, обрезаю. И теперь вот эту ленточку я складываю вот такой красивой петелькой. Обязательно, чтобы здесь у вас была красивая петелька. Беру колпачок и одеваю. Так, сейчас подожгу, чтобы легче было одевать, чтобы не расходилось. И одеваю в колпачок. И здесь делаю узелок. Беру пинцет и помогаю себе. Накручиваю на пальчик и вот сюда подсовываю. И затягиваю. Можно еще все поджечь. Вот что получается. Теперь я беру заготовку. Вот так пропихиваю ленту вовнутрь. Беру вешалку. Соединяю 2 края и просовываю вовнутрь. И утягиваю вот так вверх. Вешалка у нас прикреплена. Но я обязательно советую всем подклеивать горячим клеем. Теперь я немного приподнимаю колпачок. Беру горячий клей и заполняю середину клеем. И укладываю колпачок. И оставляю сушиться. Следующая заготовка будет из 2 половинок. И здесь я уже беру вешалку 21 сантиметр, чуть побольше, так как мне надо будет заклеивать ее внутрь. Я также беру, складываю красивую вешалку. Закреплю, чтобы удобнее было протаскивать через колпачок. Одеваю и завязываю узелок. В этом случае мне вот эта вешалка не понадобится. И сейчас объясню почему. Все выравниваю. Вот на пальчик закручиваю. У многих не получается. И делаю узелок. И закрепляю. Теперь я на одну из сторон подклею вешалку. Вот здесь у нас есть вот этот зазор. В данном случае мы его не обстригаем, не убираем, оставляем как есть. И подклеиваем вешалку на сторону, где нету вот этого зазора. Я беру вешалочку, наношу вот здесь снизу немного клея и подклеиваю свой узелок. Здесь можно даже клей не наносить.
Даю закрепиться. Теперь я беру универсальный клей. У меня он перелит в аппликатор. Можно использовать любой. У меня уху. И наношу клей вот на эту сторону, на которую подклеила вешалку. Не на выпуклую часть, а именно на эту сторону. Можно подклеивать и другим клеем, можно и горячим. Так, что у меня с клеем. Секунда. Стоял, поэтому немножко... Вот, теперь все будет работать. Вот, наношу клей именно вот на эту выпуклую часть. Внутри которая. И теперь вот тут выравниваю все и захлопываю. Вешалка у нас остается внутри. Это очень важно. И теперь даем закрепиться. И теперь нам вот этот колпачок тоже надо закрепить. Поэтому я отодвигаю и наношу много-много клея. Вот так со всех сторон. Достаточно много, чтобы все прикрепилось. И опускаю вниз. И даю закрепиться. Ну и теперь третий вариант. Заготовка из 2 половинок. Я также беру 21 сантиметр вешалку. Также завязываю узелок, но предварительно одеваю в колпачок. И пока отложу, подготовим заготовку. Заготовка из 2 половинок. И вот эта часть, которая у нас здесь торчит, вот одна есть плоская, а здесь есть вот такая часть. И я ее буду обрезать, удалять. Я беру ножницы и прямо вот так, или щипчиками, или ножницами, все, что у вас есть, вот прямо ее вот так и отрезаю. И продолжаю работу. Вот у меня все удалено. И чтобы здесь у нас все было ровно, для этого я беру лист наждачной бумаги и все стачиваю. Вот таким образом, немного надавливая, все стачиваю. Теперь у меня обе заготовки ровные. И пока откладываю вешалку, пока не приклеиваю. Чтобы обтянуть бархатом этот шар, мне понадобится нитка. Но так как я сильно утягиваю нитку, я всегда складываю в несколько слоев. Я просто беру вот нитку и 3-4 слоя вот так вот складываю. Подготавливаю нитку для работы. В данном случае я просто беру ткань и вот 2 края совмещаю, чтобы мне хватило ткани. Но при этом немного делаю складочки. Складочки можно делать больше, меньше, как вам удобно. Обычно я половину делаю, а вторую часть вот так перехватываю и утягиваю. Вот. Вот таким образом. Здесь главное, чтобы ваш колпачок оказался посередине. Некоторые просто утягивают то выше, то ниже. Теперь я беру нитку и вот так вот затягиваю. Вы видите, я сильно затягиваю, поэтому я складываю в несколько раз. И делаю узелок. Воспользуюсь зубами. Один узелок и второй узелок. Вот что у нас получилось, и вы видите, тут такие некрасивые складки. Теперь нам надо все это проработать. И вот я беру и не вверх утягиваем, а то у вас может выскочить вот этот колпачок, как бы нитка за колпачок, а немного в бок. Вот так, в бок. Можно даже положить на стол. И прорабатываем все вот эти вот складочки. Все нам надо утянуть ровно. Немножко можно вот так в стороны.
Я уже много раз показывала, но все равно пишут, что что-то не получается. Если у вас здесь вот такая вот складка, расправляем ее, вытягиваем. Вот вы видите, как все утягивается. Если вы немного утянули, чтобы было удобнее, можно лишнее отрезать. Поэтому я беру и вот так вот. Здесь только обратите внимание, чтобы не отрезать вешалку. Иначе вся ваша работа на смарку. И теперь я еще раз вот так все. Вот вы видите, каждую вот эту складочку маленькую надо все обработать, проработать. И вот я тяну в сторону, не вверх, в сторону. Если вы будете тянуть вверх, складка у вас никуда не денется и еще может все выскочить. Вот, все обрабатываю. Вот эту ниточку придерживаю, снова хватаю и еще раз все утягиваю. Вот так сильно, сильно, сильно. И еще делаю узелок. Придерживаю. 1, 2, ну и для надежности еще 3 узелок. И теперь еще раз все утягиваем и обрабатываем. Вот каждый вот так сантиметр. Вот вы видите, как складочки все утягиваются, и они становятся практически незаметными. Конечно, видно, но их надо все утянуть. Есть еще вариант обработки из 2 половинок. Этот я тоже покажу в каком-то из видео. И все вот так прорабатываем. Ну вот, я утянула. Теперь ниточки можно подрезать. Они мне не нужны. И все вот это лишнее тоже надо подрезать. Я беру и отрезаю. И в данном случае также не подрежьте вешалку. Это очень важно. Все время ее вот так отодвигайте. И самое такое крупное я подрезаю большими ножницами. Теперь беру маленькие ножницы. Вот. И вот так укладываю ножницы на вот эту, на колпачок и подрезаю. Не под углом, а именно ровненько. Все, что идет вверх, все надо подрезать. Теперь вот так укладываю, не под наклоном, ровненько, вот так. И все подрезаю по кругу. Вот так по чуть-чуть. Если мы видим, что что-то у нас еще торчит, вот снова укладываем ножницы ровно и вот так вот проходим. Еще чуть-чуть, понемножку, чтобы не получилось, что вы подрезали много и бархат у вас выскочил и все на смарку. Вот что получается. Теперь я беру зажигалку и вот так поджигаю и уплотняю. Вот так. Вот вы видите, сразу все собирается вверх. Вот таким образом. Отодвигаем вешалку, чтобы ее случайно не прожечь. Используем нижнюю часть огня, не верхнюю, иначе у вас ткань почернеет. И проходим вот так несколько раз. Вот вы видите, теперь у нас здесь образовалась еще чуть-чуть такая высота. Снова берем и все подрезаем. И продолжаем работу. Проходим несколько раз. Теперь я беру ленту и подклею верхнюю часть. Многие вот эту часть не обрабатывают, и очень зря. Верхушка у нас тоже должна быть красивая. Теперь придерживаю пальчиком, размазываю клей и натягиваю. Вот, придерживаю. Если вдруг где-то клей чуть-чуть вылез, вот как у меня, не трогаем. Оставляем и как есть, чтобы закрепилось.
Снова я придерживаю пальчиком, размазываю клей, натягиваю. Следим, чтобы у нас все получилось ровненько. Вот вы видите, я тут поправляю пальчиком. Снова размазываю клей, придерживаю и натягиваю. Вот вы видите, как у нас верхушка уменьшилась. Это очень важно, чтобы не было широкая. И еще раз проходим по вот этой ленте, чтобы все утянуть. Клей размазываем. Вот. Посмотрите, какая красота получается. Все чисто и аккуратно. Теперь мы лишнее подрезаем. Обязательно обжигаем и доклеиваем. Вот так. Теперь мы смотрим, где у нас тут что вылезло, и клей, и вот эта вот верхушка. Вот вы видите, немного бархата. Все это мы подрезаем, все убираем, чтобы у нас верхушка была ровная. И теперь можно еще сверху поджечь и все вот так вот выровнять. Вровень вот с этой железкой у нас. И вот у нас получается красивая ровная верхушка. Этот шар мы обработали. Практически так же обрабатывается и этот шар, но я покажу, как его делать. И сейчас я приступлю к шару из двух половинок. Чтобы обработать каждую половинку отдельно, мы берем ткань и складываем ее наполовину. И складываем по стороне, где у нас вот кромка. Вот кромка идет вот так. Значит, ткань складываем вот так. Не вот так. Иначе у вас получится, что одна сторона ворса наверху, как бы будет ворс вверх, другая вниз. Обязательно обе стороны должны быть вниз. Поэтому вот так вот складываю. И беру одну из половинок и измеряю, сколько мне надо ткани. Здесь может чуть-чуть не хватить, так как ткань хорошо растягивается, я ее натяну. Поэтому я беру, ну, буквально вот, чтобы мне вот вплотную вот так хватало. А вверх вот здесь немного, чтобы примерно сантиметр был на сгибку. И вот здесь. И вот эту часть я отрезаю. Сразу на две половинки. Вот так. И вот так. И по месту сгиба также подрезаю. Вот теперь у меня обе части, обе половинки, ворс идет в одну сторону. Вот он вниз и тут вниз. Складываю вот таким образом, не переворачиваем. Вот таким образом. Ворс у нас идет вниз. Вот он. Обязательно проверяем. На каждую часть вот так складываю, одну отодвигаю. Для удобства вот так переворачиваю себе ткань и начинаю подклеивать. Начинаю подклеивать снизу. Наношу клей и примерно на сантиметр подклеиваю. И даю закрепиться. Нижняя часть у меня подклеена. Вот таким образом теперь я беру заготовку и хорошо вот тут все утягиваю. Вот. И теперь вот эту часть я подклею. Вот так немного натягиваю. И пальчиками вот так выравниваю по вешалке. И даю закрепиться. Теперь, когда у меня здесь подклеилось, я беру, наношу клей вот сюда. И одну часть вот прямо вот туда все утягиваю. Даю закрепиться. Здесь у меня подклеено, отодвигаю. Вот здесь бархат и наношу вот сюда клей. И вторую часть также вот так утягиваю, чтобы здесь получилось вот
Вот так. Все ровно, видите, все обтянуто и красиво. И даю закрепиться. Когда у меня здесь подклеено, я подклею еще немного в сторону. Отодвигаю бархат, наношу клей и натягиваю. Стараюсь натягивать все вот сюда к середине. Не просто натягивать на заготовку, а вот именно к верхушке, чтобы здесь у нас не получилось складок. С одной стороны и со второй стороны. Наношу примерно где-то сантиметр-полтора, не больше клея. И вот так все вовнутрь утягиваю. Даю закрепиться. Верх у нас подклеен. Возвращаюсь вниз. Отодвигаю ткань, наношу клей и вот так все натягиваю. Прижимаю и даю закрепиться. Придерживаю, еще чуть-чуть клея, следующий где-то сантиметр-полтора. И тоже вот так все натягиваю. Вот вы видите, как все хорошо ложится. Придерживаю пальчиком. Возвращаюсь к этой стороне. Вот так размазываю. И все вовнутрь, чтобы здесь никаких складочек не было. Вот так все утягиваем. И здесь у меня остается вот последние 1,5 сантиметра. Наношу клей. И вот так без складочек все утягиваю и подклеиваю. Вот вы видите, никаких складочек. Возвращаюсь к этой стороне. Наношу клей. И вот так все пальчиками туда. Прямо аж утягиваю, закручиваю. Теперь с этой стороны. Все утягиваю. И вот остается последний тут отрезок у меня. Размазываю хорошо клей. Вот вы видите, носиком я все размазываю. И все вот так без складочек все подклеиваем. И даем закрепиться. Проверяем, нет ли у нас складок. Если все устраивает, то берем ножницы. И все лишнее изнутри мы должны подрезать, чтобы не утяжелять игрушку. Вот одна сторона и вторая. Если где-то видим, что что-то не подклеено, конечно же, обязательно все подклеиваем. Так, ну вот, лишнее я убрала. Вот здесь можно тоже толщину убрать. И вот что у меня получилось. Также обрабатываем вторую заготовку. Обе заготовки у меня обтянуты, и на одну из заготовок я подклею вешалку. Вот эту я пока не подклеиваю колпачок, только вешалку. Вот наношу немного клея сюда и сюда. И что здесь важно, чтобы узелок был внутри, чтобы он не был вот здесь, а именно внутри. Вот. И теперь склеиваем две половинки между собой. Я сначала примеряю. Вот эти пальчики придерживаю вот эту вот ширину, обязательно высоту. Вот так пальчиками вы почувствуете на пальцах, если вдруг где-то что-то торчит. Вот, и придерживаю. Теперь я верхнюю часть убираю, пальчики не убираю. Вот я держу их вот в этих местах и наношу клей. Так, пройдусь еще раз. Беру заготовку и подклеиваю. Вот пальчиками сразу выравниваю, и вот здесь низ. Все должно быть идеально. И даю закрепиться. Если у вас где-то клей вылез, ничего страшного. Потом мы его уберем. Вот тут видно, у меня клей вылез. Ничего страшного. Оставляем, даем ему засохнуть. И теперь я вот этот колпачок поднимаю. Наношу клей вот сюда, сюда, везде, чтобы все подклеить. Наношу немного больше, так как здесь верхушка плоская, а колпачок круглый. И все вот так вот подклеиваю. И даю закрепиться. Можно даже прижать
пинцетом. И когда высохло вот этот клей, я могу убрать ножницами. Держу ножницы ровно и вот так все вот это подрезаю. Вот видите, все остается чисто и гладко. Не перестарайтесь, чтобы не прорезать ткань. И продолжаем работу. Ну вот, эта заготовка у меня тоже готова. В данном случае верхнюю часть я лентой не обрабатываю, оставляю как есть. И сейчас приступим к третьей заготовке. Третья заготовка обрабатывается практически так же, как вторая, но вы видите, здесь разные вешалки. Здесь мы опускали вот этот колпачок, чтобы у нас держалась вешалка. Здесь мы подклеили вовнутрь. Вот часто мне задают вопрос, зачем вот эта вешалка здесь нужна. Объяснила. И снова я укладываю заготовку. Эта заготовка немного крепче. Именно с такими заготовками я люблю работать больше. Вот я натянула один край и теперь просто вот так натягиваю вторую часть. Вот что у меня получается. Снова беру нитку и все обматываю. Многие мне пишут, что этот вариант не экономный, лучше все вырезать вплотную. Но я могу сказать, что много ткани вы на этом не сэкономите, но будет больше возни. И завязываю 2 узелка. Ну и вот моя заготовка, вы видите, тут большие такие складки. И я также начинаю все это затягивать. Вот беру и по кругу все прохожу. Первый раз сделаю, затем я уберу лишнюю ткань. Вот. Все надо вытащить и все расправить. Ну вот я уже вижу, что можно подрезать лишнее. Расправляю. Обязательно вешалку не подрежьте ее, иначе все на смарку. И теперь можно дальше вот так более детально вот так все проработать. Вот эти все складочки, они должны получиться маленькими и хорошо лежать. Красиво. Вот, видите, сколько здесь ткани еще можно утянуть. И продолжаем работу. Ну вот, один круг я прошла. Теперь снова удерживаю все. Вот так крепко-крепко все утягиваю. И завязываю еще несколько узелков. Так. Так, и третий. Лишнее подрезаю. И еще раз все обрабатываю уже окончательно. Вот вы видите, этот шар я держу такой более крепко, так как этот крепче. Шары из 2 половинок, они намного крепче. И теперь вот так все еще раз все утягиваю. Вот видите, как все получается. Я очень люблю обрабатывать шары именно таким способом. И шелком, и сатином тоже красиво смотрится. И вот так продолжаем работу. Ну вот теперь мы поступаем точно так же, как в предыдущем случае. Все самое крупное обрезаем по кругу. Теперь берем маленькие ножницы и вот так вверх подрезаем. Еще раз говорю, вешалку не подстригите. Вот в данном случае здесь намного легче ее подстричь, чем там, где есть вешалка. Вот в этом случае. Поэтому обращайте на это внимание. Держите ее все время пальцем. И теперь вот так по кругу вешалку отодвигаем. Мне многие пишут, что вот вроде бы все сделали, мучились, и в конце концов подрезали вешалку. Поэтому вот обращаем внимание на это. Снова вот так по верху проходим. Лишнее убираем. И вот теперь вот так. И продолжаем работу, как в предыдущем случае. И снова я беру зажигалку, отодвигаю вешалку. И вот так нагреваю ткань и прижимаю.
нагреваю, прижимаю. И вот у нас получаются ровные стеночки, где мы приклеим ленту. И продолжаю работу. И снова мы берем ленту, наносим клей и обрабатываем верхушку. Я подклеиваю где-то полсантиметра, даю закрепиться, чтобы я могла потом надавливать вот так пальчиком. Ноготки мне помогают. И все это удерживать при натяжении. И вот так вот. Вот вы видите. Как я уже говорила, клей, если чуть-чуть вылез, ничего страшного. Немножко практики, и у вас обязательно все получится. Все натягиваю. Следим, чтобы у нас вот лента все ровно ложилась. И второй круг пошли. Второй круг наносим немножко меньше клея, чтобы у нас не получились тут вот такие горочки, неровности. Поэтому просто его размазываем и сразу подклеиваем. Лишнее подрезаю. Обжигаю и доклеиваю все. И даю закрепиться. Теперь, когда клей подсох, все убираем. Вот видите, здесь даже как много у меня убирается. Вроде бы подрезала, но все равно остается. Вот. Теперь беру зажигалку, обжигаю и выравниваю. Если что-то у нас даже торчит, то все выравниваем вот на уровень ленты. Так, если тут клей остается, всегда его можно почистить. Главное, чтобы здесь все было у нас ровненько. И вот вы видите, какая у нас тут ровная, красивая платформа получается. Так, вот уголок подклеим. Вот. Ну вот, сегодня я вам показала 3 варианта, как обтянуть. Это шары из 2 половинок, где мы склеивали 2 части и целая часть. Вы видите, также у них разная верхушка. Если сравнивать шар из 2 половинок и шар круглый, то вы видите зрительно вот этот шар из 2 половинок чуть больше. Но почему-то считается, что и этот 8 сантиметров. И также часто вопрос задают про вешалку. Вот я объяснила. Здесь у нас получается шар из 2 половинок, вешалка вот эта не нужна. Здесь круглый шар, вешалка нужна, чтобы удерживать именно вот эту вешалку. Вот такая красота у нас получилась. На днях сниму урок по шелку и, конечно, будет декор. А на сегодня все. Надеюсь, видео было полезным и информативным. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Если у вас есть вопросы, пишите под видео, всегда рада ответить. Пока-пока.